Уважаемые дамы и господа, мы начинаем совместную пресс-конференцию глав внешнеполитических ведомств России и Венесуэлы. Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы провели подробные и предметные переговоры по всему комплексу наших отношений и, конечно же, по той ситуации, которая складывается вокруг Венесуэлы сегодня. Венесуэла наш давний надежный партнер, и мы сегодня подтвердили солидарность с народом, с законным правительством Венесуэлы в его усилиях по отстаиванию своего суверенитета, своей независимости. Мы едины в необходимости безусловного соблюдения всеми без исключения государствами тех фундаментальных принципов, которые закреплены в Уставе ООН, в их числе и прежде всего невмешательство во внутренние дела других стран. Это особенно важно сегодня, когда на глазах у всего мира ведется циничная кампания, нацеленная на свержение законного правительства Венесуэлы, в том числе путем угроз прямой военной интервенции. Россия последовательно выступает в пользу исключительно мирного урегулирования внутривенесуэльских проблем. Очевидно, что шаги по выправлению положения должны предприниматься венесуэльцами самостоятельно, без указаний извне, без давления извне и, конечно же, без ультиматумов. Мы выразили солидарность с дружественным народом этой страны, выразили поддержку предпринимаемым правительством Николаса Мадуро мерам по недопущению дальнейшей дестабилизации обстановки и подтвердили готовность подключиться к тем усилиям региональных и международных посредников, которые выступают за налаживание инклюзивного национального диалога, и будем готовы, как я сказал, в этих усилиях участвовать при условии согласия на то основных политических сил Венесуэлы. Госпожа вице-президент подтвердила неоднократно высказывавшуюся президентом Мадуро позицию о том, что руководство Венесуэлы готово к такому диалогу. И на этом фоне, конечно же, печально, что оппозиция последовательно отвергает такой диалог, следуя, как мы все прекрасно знаем, прямым указаниям из Вашингтона. Госпожа Родригес проинформировала о развитии внутриполитической ситуации в Венесуэле, рассказала о проводимой работе по стабилизации социально-экономического положения, ухудшение которого, все мы знаем, было спровоцировано введением США нелегитимных односторонних санкций против ведущих секторов венесуэльской экономики и блокированием государственных активов Венесуэлы за рубежом, прежде всего в США и в Великобритании. Со своей стороны мы отметили недопустимость политизации темы гуманитарной помощи Венесуэле. Вопросы оказания такой помощи должны решаться в соответствии с общепринятыми международными процедурами, а не служить предлогом для манипулирования общественным мнением, мобилизации антиправительственных сил и для оправдания интервенционистских замыслов. Хочу также отметить, что сегодня госпожа вице-президент подтвердила готовность правительства Венесуэлы взаимодействовать по гуманитарным вопросам с соответствующими структурами Организации Объединенных Наций. Россия будет и далее содействовать властям Венесуэлы в решении социально-экономических проблем, в том числе через оказание легитимного гуманитарного содействия. И вообще исходим из того, что лучший способ помочь венесуэльцам – это расширять практическое, прагматичное, обоюдовыгодное взаимодействие. В этом контексте мы наметили шаги, которые направлены на упрочение торговых, инвестиционных, промышленных, финансовых связей в развитии тех договоренностей, которые были достигнуты президентами Путиным и Мадуро в декабре прошлого года в Москве. Обсудили также подготовку к очередному, уже 14-му заседанию межправительственной комиссии высокого уровня, которое запланировано на начало апреля этого года в Москве, и договорились использовать
это мероприятие для предметного обсуждения перспектив реализации крупных проектов в геологоразведке, в недропользовании, а также совместных инициатив в области фармацевтики, информационных технологий, ядерной медицины, мирного космоса и в сфере военно-технического сотрудничества. Условились продолжать плотный диалог и также зафиксировали нашу обоюдную решимость продолжать тесную координацию действий наших делегаций в Организации Объединенных Наций, в ее Совете Безопасности и в других международных структурах. Спасибо. Большое спасибо, господин министр. Я хотел бы, выступая перед всеми СМИ, которые находятся сегодня здесь, еще раз выразить нашу благодарность президенту Путину, господину Лаврову и всему российскому народу за его поддержку венесуэльского народа, конституционного законного правительства нашей страны, президента Николаса Мадуро. Мы знаем, что есть целый ряд маневров, направленных на то, чтобы ухудшить международную ситуацию Венесуэлы. Эти попытки предпринимаются прежде всего Соединенными Штатами, которые нацелены на смену неугодных им режимов, на смену законных конституционных институтов, которые существуют в Боливарианской республике Венесуэла. У нас есть очень полная и интересная программа для России. Президент Мадуро дал нам инструкцию углублять отношения, стратегическое партнерство с Российской Федерацией. 5 декабря прошлого года президент Николас Мадуро был здесь, в России, с официальным визитом, и были подписаны новые договора. И мы готовимся к расширению нашего сотрудничества, к новым договорам, в дополнение к 264 договорам, которые уже существуют и были подписаны в рамках межправкомиссии. В апреле пройдет новая встреча межправкомиссии с заключением новых договоров. Мы находимся здесь, чтобы подчеркнуть готовность Венесуэлы к поиску новых путей в свете новой геополитической морфологии нашего мира. Мы выступаем на стороне стран, которые защищают международное право. Мы приветствуем создание неформальной группы в ООН для защиты принципов и целей Хартии ООН для защиты международного права и международной законности. На нашей стране большая часть народов мира – это страны, которые выражают поддержку многосторонней политике, многополярному миру и выступают против одностороннего однополярного мира с введением санкций, которые направлены в частности на удушение экономики нашей страны. Но им своего не добиться. К сожалению, Запад сам исключает себя из жизни мировой общественности, потому что сейчас он предпринимает попытки саботировать жизнь международного сообщества. И целый ряд стран, сотрудничая, выступая с позиции уважения к международному праву, укрепляя свои двусторонние отношения, борется против этого. Я хотела бы заявить, что президент Николас Мадуро дал распоряжение Лиссабонскому отделению ПДВС закрыть это отделение и перевести офис в Москву. Вы знаете, что происходит с нефтяными активами Венесуэлы, которые расположены в США и в других странах, которые проявляют нетерпимость к Венесуэле, которые лишают Венесуэлу ее активов, ее финансовых ресурсов. В частности, мы можем вспомнить британское правительство, которое через Банк Англии решило присвоить себе венесуэльское золото. Венесуэла будет предпринимать законные шаги для того, чтобы гарантировать наше право на защиту, наше право на разбирательство и возврат наших законных активов и наших законных интересов в тех странах, где это необходимо. Мы глубоко благодарны тем выражениям поддержки, которые мы видим. И хотела бы еще раз подтвердить то, что мы уже обсуждали с господином Лавровым в личной беседе. Нам необходимы механизмы взаимопонимания, которые будут работать постоянно. Мы
выступаем за механизмы диалога, в том числе диалога с венесуэльской оппозицией. В этом отношении мы приветствуем механизм Монтевидео, который продвигает Мексика, Кариком, Уругвай и Боливия. Это механизм, который позволяет достичь взаимопонимания и мира между венесуэльцами. Венесуэле не нужно военное вмешательство. Нашему континенту не нужно военного вмешательства ни со стороны США, ни со стороны какой-то другой страны. Нам нужны мир, стабильность и спокойствие. И мы уверены, что только это может гарантировать достижение всех наших целей. Что касается гуманитарной помощи, мы прекрасно понимаем, зачем это происходит. Это происходит с 2015 года. Тогда еще командующий Пентагона Джон Келли сказал, что если в стране будет гуманитарный кризис, Соединенные Штаты осуществлят военное вмешательство. Но они поспешили запрягать лошадей. Мы говорим и подчеркиваем, что венесуэльское правительство работает с международными агентством сотрудничества, в частности с агентством ООН, для получения гуманитарной и технической помощи через ООН или через страны, с которыми у нас есть установленные механизмы сотрудничества, в частности с Россией. Но мы не допустим односторонней и незаконной гуманитарной помощи, направленной против Венесуэлы. Это наша повестка дня. Мы продолжим укреплять наши отношения с Россией, наши позиции на международном уровне. Мы будем расширять наши торговые возможности, внедрять новые механизмы. Президент Николас Мадуро дал очень четкие распоряжения на этот счет. Те продукты, которые нужны нашему народу, медикаменты, которые нужны нашему народу, будут приобретаться в России. Мы будем заниматься промышленными инвестициями для производства всего необходимого в нашей стране при помощи Российской Федерации. И это хорошие новости для мира, это хорошие новости для России, для Венесуэлы. Мы стратегические партнеры, и мы работаем на благо народов наших стран. Большое спасибо. Ханселоро, Телесур, Пресса Латина. Ханселоро, Телесур, Пресса Латина. Здравствуйте, уважаемый вице-президент Дельси Родригес. Первый вопрос. Мы хотели бы знать, какие меры может предпринять Верховный суд Венесуэлы, если Хуан Гуайдо вернется в страну, поскольку прошло уже 30 дней с момента его провозглашения президентом. И второй вопрос. Как расцениваете вы и как расценивает господин Лавров? Что вы думаете по поводу планов Соединенных Штатов создать незаконные военизированные подразделения, чтобы создать в Венесуэле такую же ситуацию, как в Сирии? Спасибо. Я хотел бы, чтобы весь мир услышал, что господин Хуан Гуайдо, депутат, который был выбран в венесуэльский парламент примерно 7 тысячами голосов, который был вторым в своем округе, избирательном округе, он был выбран депутатом 97 тысячами голосов, и он не был самым популярным депутатом в своем избирательном округе. И на национальном уровне он тоже не занял какого-то выдающегося места. При этом этот человек выходит на площадь и объявляет себя президентом. Объявляет себя президентом, потому что у него есть поддержка США и есть поддержка других стран, которые нетерпимо относятся к Венесуэле. И все это часть большого плана, нацеленного на то, чтобы нанести ущерб нашей стране. Это преступление, направленное на нарушение конституционного порядка в нашей стране. Более того, это человек, который сотрудничает с иностранным правительством для того, чтобы совершать атаку на законное правительство Венесуэлы. В Венесуэле есть необходимые механизмы для того, чтобы защищать свои институты, для того, чтобы защищать свою конституцию. Если говорить о планах Соединенных Штатов, мы уже обсуждали с господином Лавровым эту информацию, обменивались важными сведениями. И я бы не сказала, что это что-то новое. Вы знаете, что они использовали такой механизм в Сирии и в других странах. Если говорить об операции
операции против Венесуэлы, то ее возглавляет человек очень опытный в таких, скажем, диверсиях, человек, который не раз выступал против законных правительств, господин Абрамс. И есть определенные планы, есть определенные шаги, которые направлены на создание незаконных вооруженных формирований в соответствии с традициями Соединенных Штатов. Создание террористических групп. Весь мир знает прекрасно, что они этим занимаются, это не секрет. И Соединенные Штаты оказывают поддержку таким группам, экстремистским группам, незаконным группам, террористическим группам для того, чтобы дестабилизировать мир. Но в Венесуэле этого не произойдет, и я объясню почему. Наша независимость – это спайка между армией и народом. И сегодня наша армия, наш народ сплочены как никогда для защиты территориальной целости нашей страны, суверенитета нашей страны и для защиты нашего права на родину и на будущее. Что касается вопроса о планах США по вооружению боевиков для дестабилизации обстановки в Венесуэле, ну а если прямо говорить, для вторжения в эту суверенную страну, то, конечно, нас эти планы беспокоят. Потому что США не стесняются о них говорить открыто. И поступающая информация говорит о том, что на ближайшую перспективу США планируют закупить в одной из восточноевропейских стран стрелковое оружие, минометы, переносные зенитно-ракетные комплексы, ряд других видов вооружений, и переправить это поближе к Венесуэле с помощью авиакомпании одного из наиболее, а вернее абсолютно послушного Вашингтону режима на постсоветском пространстве. Мы эти намерения, конечно же, видим. Видят их и многие другие страны, в том числе непосредственные соседи Венесуэлы. И соседи Венесуэлы, и Бразилия, и Колумбия в частности, заявили, что они не будут каким-либо образом поддерживать планы вооруженного вторжения в эту страну. Если соседи Венесуэлы сдержат свое слово и будут строго стоять на этой позиции, то, наверное, американские планы не реализуются. Так что абсолютное, универсальное, я бы сказал, неприятие в мире вооруженных сценариев, надеюсь, остудит горячие головы в Вашингтоне, хотя там есть и такие, которых ничто не остановит. Но будем работать на основе международного права, требовать уважения Соединенными Штатами Устава ООН. Пожалуйста, агентство «Интерфакс». Добрый день, меня зовут Маргарита Верехова, агентство «Интерфакс». У меня два вопроса. Первый вопрос вам, Сергей Викторович. Поставляем ли мы какую-то гуманитарную помощь в Венесуэле сейчас? И если да, то планируем ли делать это далее и на каких условиях? И второй вопрос вам, госпожа вице-президент. Власти Венесуэлы заявляют, что в стране нет гуманитарного кризиса. И значит ли это, что Венесуэле не нужна никакая помощь извне, в частности из России? Спасибо. Я тогда начну, поскольку первый вопрос был мне адресован. Ну, во-первых, я уже сказал в своем вступительном слове, что мы сегодня обсуждали гуманитарные аспекты ситуации в Венесуэле. Гуманитарный кризис, который пытаются искусственно создать путем введения противоправных односторонних санкций, путем замораживания фактических арестов активов Венесуэлы за рубежом, он, конечно же, сказывается на обстановке, и венесуэльское правительство это прекрасно видит и заинтересовано в том, чтобы эти вопросы решать, в том числе под эгидой соответствующих ООНовских структур. Это абсолютно правовая, легитимная позиция, которая полностью отвечает нормам международного гуманитарного права и правилам, которые существуют в ООН для такого рода ситуаций. Отмечу, кстати сказать, в этой связи, что на контрасте с этой позицией специальный представитель США по венесуэльскому кризису господин Эллиот Абрамс заявил, что США не будут сотрудничать с агентствами ООН в
решения вопросов доставки гуманитарной помощи Венесуэле, потому что эти агентства ООНовские, как он заявил, сотрудничают с правительством Николаса Мадуро. Вот вам позиция страны, которая печется якобы на словах о гуманитарной ситуации в Венесуэле, готова создавать провокации на границе, как это было 23 февраля, и которая на самом деле не хочет ничего, кроме делегитимизации законного правительства, законного президента Николаса Мадуро. Что касается российской позиции, мы в соответствии с пожеланиями венесуэльских друзей не так давно направили первую партию медикаментов, 7,5 тонн. Направлена эта партия была за счет нашего взноса во Всемирную организацию здравоохранения и по проекту, который реализуется Панамериканской организацией здравоохранения. Сейчас мы получили дополнительный список медикаментов, лекарственных препаратов, которые венесуэльское правительство хотело бы дополнительно получить. Мы его рассматриваем, уточняем организационные и логистические детали. Ну и говоря о в целом гуманитарной ситуации в Венесуэле, конечно же, я думаю, что значительное содействие в ее нормализации играют массовые поставки российской пшеницы, которые весьма и весьма помогает венесуэльскому правительству решать текущие задачи. Спасибо, большое спасибо за этот вопрос, потому что он позволяет мне рассказать о том, как мы видим инклюзивную модель социальной справедливости в Венесуэле. Вы знаете, что Венесуэла – это страна, в которой один из самых низких уровней неравенства в нашем полушарии, как и в Уругвае и в Кубе. И, в частности, страны группы Лимы, у них ужасные социоэкономические показатели. Ежедневно в колумбийской Гуахире от голода умирают дети. Бедность в Колумбии очень высокие уровни. Там реальные социальные проблемы. Но это не продукт гуманитарного кризиса, это продукт неолиберальной модели, которую проводит Колумбия и страны группы Лимы. И при этом они говорят, что в Венесуэле гуманитарный кризис. Зачем они это делают? Для того, чтобы обустроить военное вмешательство. Для того, чтобы искусственно создать предлог для такого вмешательства. Если сравнить ситуацию в Венесуэле с ситуацией в странах группы Лимы, возьмите Гондурас, к примеру, или Парагвай. Это ситуация просто ужасна, то, что творится в этих странах. Вы знаете, что индекс человеческого развития в Венесуэле – это высокий индекс. В Венесуэле нужно только одно, чтобы незаконная блокада, экономическая блокада, социальная блокада, блокада, которая препятствует поступлению продуктов питания, медикаментов в нашу страну, которая мешает нам производить эти продукты. Наши страны, чтобы эта блокада была снята. И именно здесь причина гуманитарного кризиса. Это искусственно создаваемый кризис под руководством Соединенных Штатов Америки, которые крадут активы нашей страны, которые крадут в прямом смысле этого слова финансовые активы нашей страны. Это вооруженный грабеж, то, что происходит. У нас отбирают наши активы, наши финансовые ресурсы. Мы уже говорили, что Венесуэла может получить необходимое финансирование для оплаты своих продуктов питания и медикаментов. Мы говорили с международной контактной группой Европейского Союза, с представителями Уругвая, передали им перечень примерно на $2,5 миллиарда, перечень продуктов, которые мы готовы оплатить. Но для этого нам должны поступить продукты питания и медикаментов. Сейчас есть морская блокада, которая не позволяет провести все это на территории Венесуэлы. Они настолько нетерпимы, что они искусственно создают гуманитарный кризис. Это то, о чем говорил наш президент Николас Мадуро. Они душат тебя и просят, чтобы ты что-то ответил. Надо, чтобы они убрали руку, чтобы они убрали блокаду. Мы призываем международное право остановить эту незаконную блокаду нашей страны.
Это поможет Венесуэле. Более того, наши ресурсы, которые заморожены в европейских банках, их можно использовать для закупки продуктов питания и медикаментов и направления их в Венесуэлу через Международное агентство сотрудничества Соединенных ООН. Это реальные механизмы сотрудничества. Это не псевдогуманитарная помощь. Вы видели, что произошло 23 февраля. Это псевдогуманитарная помощь включала в себя материалы, которые нужны для того, чтобы вести эскалацию насилия со стороны Колумбии в Венесуэле. Это не настоящая гуманитарная помощь. Мы видели это и раньше. Мы знаем, что были случаи, когда в гуманитарной помощи поставлялось оружие. Об этом уже говорил уважаемый коллега. Когда с гуманитарной помощью поставлялось вооружение для радикальных, экстремальных, незаконных группировок. Сейчас Колумбия предоставляет свою территорию для организации этих атак на территории Венесуэлы. Но это благодарность Колумбии за ту помощь, которую Венесуэла оказывала в мирном процессе на территории Колумбии. В мирном процессе, который, кстати, не был доведен до конца. И сейчас Колумбия платит нам тем, что с ее территории готовят агрессию против Венесуэлы. Поэтому Венесуэле нужно, чтобы была снята криминальная преступная блокада. И я опасаюсь, что этого не произойдет, потому что незаконные санкции превратились в самый лучший вид бизнеса. Это возможность отнимать чужие ресурсы. Достаточно нажать одну кнопку. Мы находимся в новой эпохе, цифровой эпохе, в эпохе неоколониализма, неоимпериализма, эпохе, в которой вы можете подрывать и отбирать ресурсы целых суверенных стран одним кликом. Да, пожалуйста, телеканал CNN. Микрофон. Спасибо. Здравствуйте, Фредерик Плайткин, CNN. Уважаемый министр, по вашему мнению, насколько вероятна прямая военная интервенция США в Венесуэле? Потому что президент Трамп уже сказал, его министры повторяли, что all options are on the table. И, уважаемый вице-президент, почему ваше правительство это против новых выборов в Венесуэле сейчас? Я уже говорил о том, что нет ни одной страны, за исключением, может быть, одного-двух союзников, ближайших союзников США, кто поддерживал бы и допускал бы вариант военной интервенции в Венесуэлу. Все, включая соседей Венесуэлы, уже выступили с заявлениями о том, что они такой подход не разделяют и не поддерживают. Сказав это, я должен признать, что, зная нынешние подходы администрации США, все возможно. И не исключаю, что администрация может решиться на действия, которые в очередной раз будут попирать все мыслимые нормы международного права. Тем более, что господин Эллиот Эбрамс, который был назначен спецпредставителем по Венесуэле, не скрывает, что в его функции и в его задачи совсем не входит поиск какого-то мирного урегулирования, а занимается он исключительно нагнетанием напряженности, созданием ситуаций, которые спровоцировали бы, как этого хотят Соединенные Штаты, взрыв в Венесуэле, кровопролитие и оправдали бы вооруженные вмешательства. Никто этого, в общем-то, не скрывает в Вашингтоне. Поэтому еще раз хочу сказать, что не исключаю, что эти заявления в очередной раз станут прелюдией для таких авантюр. Но ясно также и то, что в этой ситуации, как если Вашингтон будет действовать вопреки четко заявленной позиции стран региона и предпримет действия по вторжению в Венесуэлу, это вскроет истинные цели, истинные мотивы
политики Соединенных Штатов в Латинской Америке. Речь ни о какой не о демократии, как нам пытаются говорить, а о том, чтобы подчинить своей воле всех непослушных. Не случайно уже было заявлено, что Венесуэлой дело не ограничится, что на очереди Куба и Никарагуа. А если завтра кто-то еще не понравится Соединенным Штатам, скажут, что результаты выборов в той или иной стране тоже не отвечают демократическим стандартам. Поэтому не думаю, что подобная позиция, подобная линия, откровенно оскорбительная для латиноамериканских стран линия США в этих вопросах, она будет добавлять очков Вашингтону в этом регионе. И я уверен, что латиноамериканцы, у которых здоровые, давние традиции и демократические, и традиции сотрудничества в рамках общерегиональных структур, свою позицию в таком случае заявят недвусмысленно, как и, в общем-то, подавляющее большинство остальных членов мирового сообщества. Очень надеемся, что разум возобладает в американском руководстве. Спасибо. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы спросить корреспондента CNN. Вы полностью покажете мой ответ? Хотела бы узнать, сможет ли CNN показать мой ответ? Отлично, хорошо. Вопрос сформулирован немножко неправильно. Дело в том, что мы не отвергаем этих выборов, мы защищаем Конституцию Боливарианской Республики Венесуэлы, потому что выборы уже состоялись в положенный для этого срок в 2018 году. Выборы эти были проведены, и на этих выборах была ратифицирована кандидатура президента Николаса Мадуро на следующий срок до 2025 года. Но за все годы, за последние 20 лет мы проводили 25 выборов. И на этих выборах чавизм, это реальная политическая сила, проиграла только 2 раза. И в Соединенных Штатах очень любят говорить о голосовании, но при этом президента США выбирают не голосами. Президентом становится не тот, кто набирает больше голосов. Но в Венесуэле мы считаем каждый голос. И после пересчета каждого голоса венесуэльский народ, а это источник суверенитета нашей страны, венесуэльский народ поддержал чавизм, поддержал Николаса Мадуро, президента нашей страны. Поэтому мы защищаем нашу страну. Никто не может требовать от нас, чтобы мы нарушили Конституцию нашей республики. Поэтому вопрос ваш сформулирован неправильно. Мы защищаем Конституцию своей страны, Венесуэлы. Спасибо. И завершающий вопрос, Rush Today. Спасибо. Здравствуйте, господин министр. Buenos días, señora вице-президента. Первый вопрос Сергею Викторовичу. Российская резолюция в Совбезе получила меньше голосов «за», чем американская. И если бы не вето России и Китая, резолюция США была бы принята. И, как выразился постпред Василий Небензий, Совбез впервые в истории сместил бы легитимного лидера суверенной страны. Какие в подобных условиях, когда и Совбез уже чуть ли не превратился в орудие переворота, остаются варианты действий, остались ли еще способы добиться того, что судьбу Венесуэлы могут решить сами венесуэльцы? И también tengo la segunda pregunta para la señora vicepresidenta. И у меня есть еще один вопрос для госпожи вице-президента. Я знаю, что были очень ожесточенные дебаты в ООН по вопросу господина Хуана Гуайдо, поскольку представитель США, господин Абрамс, угрожал Венесуэле тяжелыми последствиями в случае возможного задержания господина Гуайдо. Есть ли какой-то способ остановить это массивное вмешательство? Мы сейчас видим ситуацию, в которой другие страны навязывают свою волю другим странам, когда речь идет о внутренних делах Венесуэлы, в вопросах правосудия. И я также хотел бы попросить вас рассказать более подробно о переносе офиса нефтяной компании Венесуэлы. Делается ли это для защиты ваших активов или для обеспечения безопасности нефтяной промышленности Венесуэлы? Относительно вчерашнего голосования в Совете Безопасности ООН, знаете, не надо считать, сколько голосов было подано за одну резолюцию, сколько за другую. Главное, что обе резолюции не прошли. И это не означает того, что один из этих проектов был более легитимен, а второй менее легитимен.
В уставе ООН закреплена процедура принятия решений, которые имеют обязательный характер для всего мирового сообщества. И эта процедура предполагает отсутствие вето со стороны любого члена Совета Безопасности. Если такое вето было применено, это означает, что резолюция не имеет под собой легитимных оснований. Равно как и не имеет шансов на то, чтобы ее преподносили как нечто более позитивное, чем другой проект резолюции. Таковы правила. И именно на этих правилах зиждется современное международное право, сама Организация Объединенных Наций. Напомню, что на том, чтобы у постоянных членов Совета Безопасности было право вето, настаивали при создании ООН Соединенные Штаты Америки. Так что не надо сейчас говорить, что кто-то злоупотребляет своим правом вето, а кто-то не злоупотребляет. Вопрос очень простой. Отцы-основатели ООН исходили из недопустимости того, чтобы позиция одной из держав, являющихся постоянным членом Совета Безопасности, игнорировалась, прекрасно понимая на предыдущем опыте историческом, что в этом случае решения, которые принимаются, были бы неустойчивыми и, может быть, даже имели бы подрывной характер, деструктивный характер. Что касается вопроса о том, какие остаются варианты действий, и можно ли добиться, чтобы судьбу Венесуэлы решили сами венесуэльцы. Мы упоминали сегодня механизм Монтевидео, который был создан по инициативе Уругвая, Мексики и Карибского сообщества «Кариком». Этот механизм предполагает инициативу организации инклюзивного диалога между всеми политическими силами Венесуэлы. Президент Мадуро уже позитивно высказывался о своей готовности вступить в такой диалог без каких-либо предварительных условий, разумеется. К сожалению, господин Гуайдо, которого Соединенные Штаты назначили каким-то руководителем в Венесуэле, он выступил категорически против такого диалога. Вот вам расклад сил, вот вам группа стран, которая выступает за соответствующую договоренность о начале диалога и получает поддержку со стороны легитимного президента, и противоположная сторона, которая под полным влиянием со стороны Вашингтона категорически от этого отказывается. Есть еще международная контактная группа, которую создали евросоюзовцы. Поначалу, еще в конце прошлого года, они, так сказать, думали над этой идеей. Тогда их размышления шли в конструктивном русле, тоже в русле содействия общенациональному диалогу в Венесуэле. Однако потом эта позиция эволюционировала несколько в иную сторону. Как вы знаете, ведущие страны Евросоюза выдвинули ультиматум президенту Мадуро с требованием объявить о досрочных президентских выборах. И затем оформили свою позицию международной контактной группы на встрече в Уругвае. Причем в этом документе не содержится ни единого упоминания слова «диалог». Только призывы, похожие на требования, немедленно назначить дату проведения досрочных президентских выборов. Это неконструктивная позиция, такая, знаете, неоколониальная позиция. Привычки, конечно, умирают с трудом, я понимаю, когда они столетиями воспитывались. Но обращу ваше внимание, что и с этой структурой, с международной контактной группой, легитимное правительство Венесуэлы готово разговаривать. И это отличный пример того, насколько конструктивно ведет себя президент Николас Мадуро, его правительство, и насколько деструктивно и конфронтационно позиционирует себя человек, которого назначили из-за океана руководителем государства в нарушение всех норм и принципов Устава ООН.
Я начну с вашего второго вопроса, о переводе офиса ПДВС Европы в Москву. Это производится в соответствии с планами расширения технического сотрудничества в области нефтедобычи с Роснефтью, с Газпромом. Но сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать. Мы переформатируем наши отношения, и Европа не дает нам необходимых гарантий, потому что капиталистический мир нарушает свои собственные законы, и они не способны гарантировать нам целостность наших активов. Банк Англии присваивает наше золото, они нарушают свои собственные правила. Вы можете вспомнить случай с компанией Citgo, компания, которая была практически украдена у нас правительством Соединенных Штатов. Это был чуть ли не вооруженный грабеж. Если говорить о вашем первом вопросе о вмешательстве, ситуация достаточно сложная, в том числе ситуация с венесуэльской позицией на сегодняшний день. Оппозиция раздроблена, оппозиция не знает, как завоевать поддержку народа, как получить больше голосов, и поэтому они кричат о необходимости военного вмешательства, потому что это единственный способ прийти к власти. Те, кто не смогли прийти к власти через голосование, хотят прийти через силу. И это указывает на несостоятельность венесуэльской оппозиции. И я хотел бы рассказать вам о том, что произошло совсем недавно, 23 февраля. Это была настоящая операция, направленная на то, чтобы атаковать Венесуэлу. Господин Дуке приехал в Кукуто, господин Пиньера приехал в Кукуто, господин Элиот Абрамс, господин Альмагро, президент Парагвая. Все они приехали в город Кукуто для этой большой операции, направленной против Венесуэлы. И депутат той же организации, в которой состоял господин Гуайдо, чуть не умер из-за того, что вступил в контакт с проститутками, и они отравили его в этом же городе. Пока эти люди там работали, другие депутаты из той же организации развлекались. И он был отравлен проститутками, и его увезли в больницу. То есть пока они платили преступным группам из Венесуэлы для того, чтобы они развязали насилие на территории Венесуэлы, действуя с территории Колумбии, они праздновали, они развлекались. И мне кажется, что это лучше всего показывает то, из каких людей состоит венесуэльская оппозиция. Это портрет венесуэльской оппозиции. Несостоятельная оппозиция, не способная завоевать голоса венесуэльского народа. И оппозиция, которая все время просит других делать за них их работу. Уважаемые дамы и господа, на этом позвольте завершить пресс-конференцию. Спасибо за участие.